Всем здравствуйте! Сегодня предлагаю вам связать вот такого мальчика-олененка из плюшевой пряжи. Как всегда, со всех сторон показываю игрушку. У этого олененка вяжем ножки, ручки. Начинаем вязать туловище, ввязываем ручки, ножки, вывязываем хвостик. Далее вяжем голову, пришивная деталь, вот эта мордочка. И у этого олененка пришиваю ушки. Рожки здесь вот такие пластиковые, покупные. Игрушка вот такая небольшая, получается очень красивая. Она связана по схеме вот таких лошадок, как мы с вами уже вязали. Ссылку на мастер-класс этих лошадок я оставлю на видео и под видео. Переходите, вяжите, если вам понравились такие лошадки. Сегодня мы свяжем вот такого олененка мальчика по сантиметрам. Вот я без рожек замеряю, а вот от головы и до ножек то 15 сантиметров. Еще на канале будет мастер-класс на девочку. И когда будем вязать девочку, то там уже будут рожки не такие, а будем вывязывать. И ушки тоже будут ввязываться. Так что немножко будет другой еще мастер-класс. И давайте вместе с вами сейчас свяжем вот такую красоту. Для игрушки использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок беру 4 миллиметра. Свяжем ручки, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду провязываем 2 столбика. 1, 2, прибавка. Повторяем так 2 раза. В конце второго ряда 8 столбиков. Третий ряд вяжем 8 столбиков. Довязываем их до маркера. Последний столбик в третьем ряду не довязываем. Меняем цвет пряжи на цвет одежды. И провязываем 8 столбиков. Так, в четвертом ряду будет 8 столбиков. Основной цвет отрезали, завязали на 2 узелка, спрятали в середину. Берем наполнитель и наполняем наполнителем нижнюю часть. Теперь пятый ряд. Вяжем 2 столбика. 1, 2 и убавка. Повторяем так 2 раза. В конце пятого ряда 6 столбиков. По 6 столбиков провязали 6 и 7 ряды. Теперь 8 ряд. Складываем ручку пополам и провязываем 3 столбика за обе стенки. 1, 2 и 3. Ниточку отрезаем коротенькую, так как ручку будем ввязывать. Вот получились такие ручки. Свяжем ножки, берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду провязываем 1 столбик, в следующий прибавка. Повторяем так 3 раза. В конце второго ряда получится 9 столбиков. По 9 столбиков провязываем третий и четвертый ряды. Теперь пятый ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка, 3 столбика, 1, 2, 3. В конце пятого ряда получилось 8 столбиков. Берем наполнитель и наполняем нижнюю часть наполнителем. Шестой ряд, 8 столбиков без изменения. Довязываем их до маркера. Седьмой ряд, вяжем 2 столбика, 1, 2, убавка. Повторяем так 2 раза. В конце седьмого ряда 6 столбиков. Восьмой ряд, ножку складываем пополам и за 2 стороны провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. Ниточку отрезаем. Делаем коротенькую, так как будем ножки связывать. Вот получаются такие ножки. Вяжем тело, берем основной цвет, сделали кольцо амигуруми, ввязываем в это кольцо 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Получается 6 прибавок. В конце второго ряда 12 столбиков. Третий ряд, 1 столбик. Следующий прибавка. Повторяем 6 раз. В конце третьего ряда 18 столбиков. Четвертый ряд, 2 столбика, 1, 2, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце четвертого ряда 24 столбика. В пятом ряду будем вывязывать хвостик и ввязывать ножки. Провязываем 1 столбик без накида и 3 воздушные петли. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида, в следующую полустолбик с накидом и соединительная петля в сам столбик, из которого вывязывали. Получился такой маленький хвостик. Теперь 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Берем первую ножку и провязываем 3 столбика с ножкой. 1, 2 и 3. Теперь 9 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Берем вторую ножку и провязываем 3 столбика с ножкой. 1, 2 и третий столбик. 3. И довязываем до конца ряда 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Без изменения 24 столбика. Последний столбик в 5 ряду распустим до половины и сделаем смену цвета пряжи на цвет одежды. И вяжем 24 столбика цветом одежды. Хвостик опускаем вниз. И вот так довязываем до конца ряда. Вот эти 2 ниточки связываем на 2 узелка. 7 ряд будем вязать за заднюю стенку. Провязываем 2 столбика. 1, 2 и убавка. Повторяем так 6 раз. В конце 7 ряда 18 столбиков. 8 ряд 18 столбиков. Довязываем их так до конца ряда. И сейчас я внизу кофточки, там где у нас осталась передняя стенка, сделаю обвязку. Мне так удобнее. Ее можно сделать уже когда и довяжете до конца кофточку. Присоединяю пряжу вот за переднюю стенку. И вот так обвязываем соединительными столбиками. Вязание петельки не затягиваем, провязываем их свободно, чтобы не было стянутым вязанием. Вот. И так продолжаем вязать до вот этих вот хвостиков. Теперь 9 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка. Повторяем 3 раза. В конце 9 ряда 15 столбиков. 10 ряд. В этом ряду будем вязывать ручки. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вы смотрите по своей плотности вязания. Возможно, вам нужно провязать больше или меньше столбиков. Теперь берем первую ручку и 3 столбика вместе с ручкой. 1, 2 и 3. Между ручками 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Берем вторую ручку и вяжем 3 столбика со второй ручкой.
1, 2 и 3. Довязываем 1 столбик. Без изменения получилось 15 столбиков. Вот так смотрится. Теперь берем наполнитель, наполняем наполнителем. 11 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Повторяем так 3 раза и в конце 11 ряда 12 столбиков. Последний столбик в 12 ряду провязываем, вот завершаем цветом тела. Эту ниточку синюю отрезаем. Можно вот так даже завязать на 2 узелка. Начинаем вязать голову. Это 12 ряд. И в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Всего получится 12 прибавок, и в конце ряда будет 24 столбика. Довязываем так до конца ряда. 13 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Повторяем 6 раз, в конце 13 ряда 30 столбиков. 14 ряд, вяжем 9 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, прибавка. Всего повторяем так 3 раза и в конце 14 ряда 33 столбика. 2 ряда, 15 и 16 ряды провязали по 33 столбика. Теперь 17 ряд, 9 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, убавка. Повторяем всего 3 раза, в конце 17 ряда 30 столбиков. 18 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 18 ряда 24 столбика. 19 ряд, 24 столбика. Между 18 и 17 рядами я вставила глазки, они 14 миллиметров. Также немного наполнила наполнителем. Далее 20 ряд, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Повторяем 6 раз, в конце 20 ряда 18 столбиков. Еще дозаполняем наполнителем. 21 ряд, 1 столбик, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 21 ряда 12 столбиков. Последний 22 ряд. Провязываем 6 убавлений.
Вот прежде чем завершить, так как у меня у олененка будут такие вот вставные рожки, так их буду вставлять и одену вот закрепочки у меня с такими закрепками. Теперь спрячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Дошли до того места, с которого начинали, и вот так подтягиваем. Подтянули, вкалываем в середину и выводим сбоку. И вот так смотрится сейчас игрушка. Свяжем ушки. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков, во втором ряду провязываем 1 столбик, следующий прибавка, и так повторяем 3 раза. Еще 1 столбик, прибавка, и третий раз 1 столбик и прибавка. Теперь вот складываем так ушко немножко пополам, даже не пополам, оно вот сделали соединительный столбик, отрезаем так, чтобы остался хвостик для пришивания. Этот хвостик отрезаем. Получается такое ушко, когда будем пришивать, вот будем складывать так пополам. Сделаем утяжку для глазиков. В нижней части головы вставляем вот иголку. Хвостик оставили. Теперь переводим иголку во второй уголок этого же глаза и выводим внизу через 1 столбик от ниточки, которую мы оставили. Точно так же проделаем со вторым глазом. Теперь вот делаем утяжку, подтягиваем ниточки, вот завязываем на 1 узелок, потом я перехожу на второй глаз, смотрю, чтобы была одинаковая утяжка, и теперь завязываю по второму узелку, и эти хвостики буду прятать в середину. Свяжем мордочку белого цвета, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Получится 6 прибавок и в конце ряда 12 столбиков. Третий ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3, прибавка. Повторяем 3 раза. В конце третьего ряда 15 столбиков. Вот получается такая мордочка. Ниточку можно отрезать подлиннее, так чтобы вышить и белки возле глазиков,
и полосочки повышивать на мордашке и пришить эту мордашку, или отдельно потом сделать вышивку. Это уже по вашему усмотрению. И вот на носик я прикрепила пластиковый носик на мордашку. Где-то размеры вот сантиметр на 7, наверное, миллиметров. Точно не могу сказать. И вот так можно прикрепить булавками. И будем теперь пришивать. Так, пришиваем за основную деталь, за голову. Теперь за мордочку, за столбики на мордочке. Снова вот основная деталь. И столбики на мордочке. И так пришиваем по кругу. Когда останется небольшая дырочка, берем наполнитель и наполняем наполнителем. И вот так я оформила олененка, вышила белой пряжей вот такие полосочки беленькие, сделала белые белки, черные реснички и черную перемычку под носиком. И теперь будем пришивать вот ушки возле рожек. Как бы вам так показать? Так, мы их будем складывать пополам. За крайний столбик сделала стежок. Так, вот за столбики на ушках, за столбики на голове, теперь за столбики на ушках. Ниточку подтянули, и еще можно сделать один стежок за столбики на голове, теперь столбики на ушках. Здесь я эту ниточку оставляю, буду пришивать второе ушко и свяжу, так вот развернуть, и свяжу эти хвостики на 2 узелка и спрячу в середину. Ушки пришили, и олененок готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!